Удовольствием передать слово Алану Харту, генеральному директору Московского отделения группы Arup. Это компания, у которой гигантский и очень интересный опыт в области экологизации и модернизации в разных странах. As you've heard, we are a global company. We're involved in the construction sector around the world. So we are involved in modernization, and we are deeply concerned about the environment. Как компания, занимающаяся инженерным проектированием по всему миру, мы непосредственно связаны с модернизацией и с использованием, внедрением модернизации в те проекты, которыми занимаются, и каждый из наших проектов, они непосредственно связаны с экологией и охраной экологии тех проектов, которые мы реализуем. Just a few words about the founder of our company. Arup is the name of the founder of the company. Несколько слов о нашей компании, о ее названии. Arup – это фамилия основателя этой компании. Australia, New Australia. И это является своего рода символом Австралии, Новой Австралии. And the strange structure on the right is the Olympic Stadium from Peking. И справа вы видите необычное здание, это главный стадион Пекинской Олимпиады. Sometimes our projects become well known because they appear in advertisements, and these are two examples. Иногда наши здания становятся известными, потому что вы можете их видеть в газетах, журналах. Вот два примера. For some reason, telecommunications companies like these two buildings. По какой-то причине эти два проекта очень нравится освещать в прессе. The one on the left is in London, and the one on the right is in Moscow City. Слева это проект в Лондоне, и справа это проект в Москве-Сити. We also do other types of projects and not just buildings, and these are two examples of a footbridge and a road bridge. Мы делаем не только проекты зданий, но также мосты. Вот слева это Мэринон бридж в Лондоне, и справа это также проект моста. The world is changing rapidly. 100 years ago, there were 1.5 billion people. In 2050, there will be nearly 10 billion people. Мы видим, как быстро меняется мир. Если в 1900 году у нас было всего 1,5 миллиарда, то в 2050 у нас будет уже около 9 с лишним миллиардов. And more than half of those people will live in cities. И более половины из этих людей будет жить в городах. So we are concerned for the future. We are concerned that what we do now does not harm the planet in the future. И говоря об устойчивом развитии, мы говорим о том, чтобы решать задачи и цели сегодняшнего дня, но при этом не вредить, не создавать такие ситуации, чтобы будущим поколениям не могли реализовать задачи, поставленные перед ними, ставящиеся ими. We consider that governments have an obligation to invest in infrastructure. То есть мы считаем, что правительство обязано финансировать инфраструктуру. That governments should invest in people. Инвестировать в людей или в образование. That they should encourage innovation. Они должны финансировать в новые исследовательские инновационные программы. And that there should be legislation that controls what we do with the Earth's resources. И законодательно должны создавать условия, которые позволяют контролировать и управлять ресурсами энергии. In energy, water and waste. Водой, энергией и Starting with infrastructure, if you don't have the right infrastructure, you are wasting money. People sitting in traffic jams are wasting the state's money. Говоря об инфраструктуре, если у вас нет хорошей инфраструктуры, вы теряете деньги, потому что люди тратят свое время и сидят в пробках, например. Investment in infrastructure is the best legacy that any government
can leave to future generations. Инвестирование в инфраструктуру – это лучшее наследство, которое правительство может оставить последующим поколениям. And by infrastructure I mean roads, bridges, airports, railways and communications. И говоря про инфраструктуру, мы говорим о мостах, аэропортах, транспортных узлах. Infrastructure is a long-term investment and it comes at quite a high cost. И говоря об инфраструктуре, мы говорим о этом долгосрочном инвестировании, которое требует правильного подхода. Unfortunately, if you don't invest the right amount of money in the design and the construction of infrastructure, it will cost money and it will cause disruption. И если вы неправильно распорядитесь финансами при проектировании, при, собственно говоря, конструировании инфраструктурных объектов, это может принести большие расходы в будущем. And in Britain, and I think perhaps in Russia too, investment in science and technology will be needed in order to create the engineers and the scientists who are needed for the investment in infrastructure. И говоря про Великобританию и, наверное, Россию, инвестирование в науку и в технологии должно быть увеличено для того, чтобы тем самым стимулировать инвестиции в инфраструктуру. Finally, waste and pollution, which I know is an issue of great concern to you. И, наконец, говоря об отходах и о загрязнении, это вот тема, которая самая, наверное, возможно, интересная будет сегодняшнего дня. Again, this is an advertisement which I think summarizes the challenge we have. И опять-таки это вот одна из реклам, которая говорит о том, почему происходит это и что же нас ждет. As an industrial society, we have processes that create waste and create pollution. Как индустриальное общество у нас есть какие-то процессы производства, которые создают отходы и загрязнения. The amount of packaging around products is getting greater and greater. Количество упаковочных материалов, которые связаны с процессом производства и создания новых товаров, увеличивается. And the life cycle of products is getting shorter and shorter. И жизненный цикл продуктов становится все меньше и меньше. But actually, waste is big business. Но на самом деле управление отходами – это большой бизнес. Waste can be used to create energy. И отходы могут использоваться для создания энергии. And it can be used as basic material for new products. Может использоваться как материал сырьевой для создания новых продуктов. But it does require that we all have a commitment to recycling waste in a most efficient and environmentally friendly way. Но это значит, что все мы должны думать о том, как можно переработать продукт на максимально эффективно и максимально меньшим воздействием на окружающую среду. Thank you. Спасибо.